Всем привет! Сегодня у меня необычный ролик, так как я приехала в Финляндию к своей лучшей подруге, которую зовут Аня. Я собираюсь немножечко ее поспрашивать о ее жизни в Финляндии. Она как бы мигрант, который хочет здесь остаться, но она уже немножечко знает о жизни в Финляндии, потому что она здесь уже какое-то время пожила, уже не первый раз сюда приезжает, вот, и у нее есть уже интересный опыт. У меня есть к ней куча вопросов. Поехали? Поехали! Анюта, расскажи, чем тебе так нравится Финляндия? Почему ты выбрала именно эту страну? Почему ты решила сюда приехать? Если бы ты выбирала, например, из каких-то других европейских стран, я подозреваю, ты бы отдала предпочтение Финляндии. Почему? Даже вот сейчас уже. Вот даже уже, если сейчас, если отбросить всю романтику, что влюбилась в рок-группу, вернее, в рок-гитариста и все такое прочее, и решила выучить из-за этого финский язык, если все это отбросить и уже проанализировать, то я бы все равно выбрала бы Финляндию, потому что здесь уровень жизни высокий. Здесь, во-первых, это север. Угу. Я люблю... Холод. Холод, да. Северный народ меня привлекает. Они здесь все уравновешенные. У них спокойствие, тишина – это принцип жизни. Не нужно никуда спешить. При этом никто никогда никуда не опаздывает. Но я смотрю довольно так, если ходить по Финляндии, просто по улицам, то видно, что людей не сильно много, ну как-то поменьше людей на улицах, поменьше вот этой движухи, активности. Если ходить там в Нидерландах, то там, не знаю, все такие на расслабоне, все там общаются. Здесь как-то более люди, более закрытые, может, немножко. И заметь, ты это пока судишь, только увидев Хельсинки. Да, я это сужу с Хельсинки, я представляю, какие остальные города, если там еще меньше людей вообще. Да, а Хельсинки, на котором проживает меньше людей, чем в Одессе, около 600 тысяч человек всего лишь, это столица Финляндии, а во всей Финляндии 5 миллионов человек проживает. Это о чем-то говорит, да. И в основном основная часть это южный регион, столичный регион, 600 тысяч Хельсинки. И здесь это самый такой движуховый район, я бы сказала. Потому что я сейчас приехала из Клауккала, это 20 километров от Хельсинки, вообще маленький городок. Но, боже мой, как много здесь народу. Вот так все это идут, спешат, транспорт ходит. Непривычно. Мне уже непривычно с тем, что я привыкла жить в большом городе. Тут действительно ты ощутишь это спокойствие и умиротворение. Но совместить это с тем, что зимой темнеет в 3 часа, это становится немножко депрессивно. Между прочим, многие финны, даже перед тем, как я сюда приехала, меня предупреждали, что когда дни будут короче, становится очень сложно. Начинается депрессия, солнца мало, не получаешь достаточно витамина D и начинаешь впадать в депрессию. Ну, я не знаю, может потому, что у меня здесь пока еще нету большого количества знакомых, да, иногда скучно становится, потому что не можешь выбраться, и живу я тоже не в столице. Что советуют от депрессии, и вообще всем финнам прописывают витаминки D. Они все пьют витамин D. И ты пьешь? И я пью. Как тебе удалось попасть сюда и что ты сделаешь? Как, вот, расскажи о своей работе. Ну, начнем с того, что я здесь уже 3-й раз. Я с тех пор, как загорелась в Финляндии, искала все пути, как сюда приехать, разведать ситуацию, понравится ли мне здесь находиться. Первый раз это была недельная поездка. Я тогда поняла, да, классно. Природа вокруг, чистый воздух, голова не болит, супер. Да, второй раз уже приехала на подольше, это прошлой весной, почти на всю весну, на курсы финского языка в моем любимом городке Хуйтинине. Классное название. Замечательное название. Как и половина финского словарного запаса. Ладно, об этом позже. Да, и там тоже было действительно 3 месяца, я себя ощущала как рыба в воде. И когда я вернулась летом домой, я поняла, боже мой, я хочу обратно в Финляндию. Ломка по Финляндии началась. Я начинала пробивать варианты, какую работу можно найти, поскольку я не гражданка Евросоюза. Это действительно очень напряжно. Открыть рабочую визу сложно. Ну, какие варианты обычно как цепляются? Едут на сельхозработы, там, на клубничку, на ягоды. Но они не цепляются, они просто зарабатывают и потом обратно. Их зарабатывают, но есть такие, которые и цепляются в конце концов. Они там подписывают какой-то долгосрочный контракт с фермой, например, и продолжают находиться.
Но это действительно сложно, я понимала, что это не мой вариант, потому что здоровье хромает. Я поехала по программе Au Pair. Для тех, кто не знает, это культурная программа, где по которой ты едешь, смотришь за ребенком, помогаешь по дому в семье, разные условия предлагают, разные семьи, разные условия. Ты занимаешься ребенком? Да, в основном? да, в основном. Там, где я работаю, да, я занимаюсь с ребенком, я забираю его со школы, провожу с ним время, играю, делаю уроки. Да, и там иногда помогаю по дому, делаю какую-то уборку. Ну, ничего сверхъестественного, по контракту у меня максимум 25 часов в неделю рабочих. У меня есть выходные, полностью мои. Мне повезло, моя семья согласилась мне снимать отдельную квартиру, то есть даже я не живу вместе с ними. Обычно они не запариваются тем, чтобы там отдельную квартиру снимать. Но это все зависит от семьи, как они представляют. Эта семья, слава богу, что у нас совпали, скажем так, взгляды на жизнь. Они хотят личное пространство, я хочу личное пространство. Отдыхать друг от друга. Они меня кормят, оплачивают мне жилье и еще платят карманные расходы. Как происходит вообще подача документов, да, как получение вида на жительство происходит? Мы решили, так что я сюда сразу приеду и здесь буду уже на месте подавать документы, не будем это делать из Украины, потому что тогда бы мне пришлось ждать документов там в Украине, это неизвестно, сколько бы заняло времени и бла-бла-бла-бла, бюрократия, все дела. Поэтому приехала сюда, подала тот же пакет документов в службу миграции. Единственная разница была в том, что мне нужно было подписать еще один документ под названием форма MP1, где я подписала, что я согласна покинуть территорию Финляндии в случае отказа. Я заранее забронировала место собеседования в службе миграции, заявку подала в электронном виде, так и быстрее выходит, и дешевле. Приехала потом в назначенное время на собеседование, офицер просмотрел, проверил, все ли оригиналы у меня есть, все ли в порядке, проверил мой уровень языка. Мне дали эту бумажку, что я здесь могу находиться, пока ожидаю документа. Потом надо следить по сайту, как там движется процесс, там 3 стадии. Waiting for processing, в ожидании обработки. Processing, обработка. И decision is ready. Решение готово, принято. Потом они тебе по почте присылают твою ID-карту. И ты открываешь банковский счет, заполняешь налоговые карты. Сколько на это все времени уходит? Я имею в виду на ожидание с момента подачи. С момента подачи на сайте написано от 2 до 6 месяцев. Но офицер тогда сказал, что это может быть даже через неделю, через 2 дня. Такой процесс по подаче именно документов по программе Au Pair. Процесс в разных странах может быть по-разному. Да, в разных странах можно подаваться на эту программу несколько раз, и они могут открываться больше, чем на один год. В Финляндии абсолютно требование, ты должен быть до 30 лет, от 18 до 30 лет возраст, максимум на 1 год, без права продления. Если ты уже участвовал по этой программе, где-то в какой-то другой стране Финляндии тебя уже не примут. То есть только первый раз можно в Финляндии попасть по этой программе. В других странах другие требования. Но там в других странах и возраст требуется меньше, например, до 25 лет. Конечно же, ты хочешь остаться здесь, хочешь зацепиться. Да, я поняла, что уже хочу. Вот, и как бы у тебя контракт на год получается с этой семьей, ты не можешь по этой программе остаться дольше, чем на год, ты не можешь поехать еще раз по этой программе. Какие варианты, как зацепиться? Есть несколько вариантов. Я сейчас не говорю лично о себе, ну, как обычно делают люди. Они поступают на учебу в какой-то колледж. Если это не граждане Евросоюза, то это обычный колледж, ну, как наши ПТУ. Получаешь какую-то профессию, но это будет низшее звено профессии, то есть ты будешь занимать какие-то самые низшие должности. Например, если бы я хотела по своему образованию, по своей специальности поступать куда-то педагогически или что, я бы могла быть воспитателем, либо помощником воспитателем в детском садике, либо, может быть, где-то ассистентом в начальной школе. Преподавание в университете вообще речи никакой быть не может, если бы поступать в колледж. И колледжи, они бесплатные. Можно поступить на бесплатной основе. Да, конечно, нужно сдать экзамен по финскому языку, пройти собеседование, участвовать в отборе, но шансы есть. После этого, то есть уже автоматически ты можешь открыть учебную визу на 3 года, сколько там идет учеба, а после того, как ты получаешь финское образование, финскую корочку,
то тебе уже, естественно, проще найти да. работу здесь, потому что уже смотрят на твое образование как что-то стоящее. Ты же говорила, что ты хочешь сконвертировать как бы свое, получить признание, что наше образование Да, что-то вот здесь это значит. вот второй вариант. Я решила рискнуть и попробовать подтвердить свой диплом. В чем риск? Ну, риск в том, что я сейчас не буду искать никаких колледжей, я буду стараться найти сразу работу. Да. Если я получу отказ, мне надо будет заплатить 62 евро. Ну, это фигня. Но если я получу подтверждение диплома, тогда я уже плачу полную ставку. Ну, у нас то количество специальностей, в которые я подалась, мне это обойдется где-то около 500 евро. Если мне признают мой диплом, я смогу уже претендовать на должности не только воспитателя в детском садике, либо в начальной школе ассистентом. Я могу преподавать в старшей школе, я могу претендовать на преподавание в университете. То есть все то, что записано у меня в дипломе, моя специальность. То есть у тебя есть возможность карьерного роста, развития, Да, там как-то, да. как у нормальных финнов. Как у нормальных финнов. Да. Есть 3 варианта исхода этой ситуации. Либо мне отказывают, либо мне подтверждают, либо мне отказывают с рекомендациями. То есть пройдите какие-то курсы повышения квалификации, вам не хватает таких-то предметов, чтобы претендовать на эту должность, например. А визу можно под это дело получить? Вот, я могу открыть учебную визу, что я еду на курсы. Даже вот колледж, в котором я училась 3 месяца, да, я была без визу на 90 дней, мне не нужно было открывать визу. Но если бы это было бы больше, чем 90 дней, мне колледж присылал приглашение, стоимость входила проживание, питание, и я это все оплачиваю. То есть у меня подтверждение всего есть. Меня легко пропускают и открывают эту учебную визу. Давай вот, наверное, обсудим бюджет. Сколько на питание там примерно в месяц уходит, сколько на жилье в месяц уходит. Ну, допустим, да, ты сейчас не платишь за это, но сколько вот ты примерно уже себе представляешь, какие расходы у тебя будут, когда ты не будешь на них работать, и тебе надо будет самому платить, да? Я сейчас себе покупаю продукты, чтобы позавтракать у себя дома, и чтобы покушать на выходных. И чтобы скушать что-то вечером на ужин. Мне, в принципе, хватает на неделю, чтобы купить себе продуктов, вот так вот, как я сказала. Это какой-то фаршик себе купить, которого мне хватает очень надолго. Это какую-то вермишельку, картошечку, такие долгосрочные продукты. Ну и плюс хлеб, молоко, йогурт и мюсли, все такое. Все, что быстро заканчивается. Мне хватает от 15 до 20 евро в неделю. Я покупаю, не ленюсь, хожу в Lidl. Самый дальний магазин от меня, но самый дешевый. Если бы я покупала весь тот же набор продуктов, например, в S-маркете, либо в City-маркете, либо в Core-маркете, в финских сетях магазинов, было бы, конечно, много дороже, но бы обходилось евро в 30. Жилье. Я посмотрела, та квартира, в которой мне снимают, однокомнатная, ближе к столичному региону, 20 километров от Хельсинки. Такие квартиры сейчас даются за 500 евро в месяц, плюс коммуналка. Тепло уже входит в эту стоимость. То есть под коммуналкой подразумевается плата за воду по счетчику и за электроэнергию. Ну, там еще интернет надо сделать и все вот Интернет это вот. у нас в доме проведен. 10 мегабит в секунду входит в стоимость аренды. Какие примерно уровни зарплат в Финляндии вообще, вот средний уровень, скажем так? Ну смотри, средняя зарплата по Финляндии уже с вычетом всех налогов чистыми можно получить 1200 евро в месяц. Но опять-таки это зависит от региона. В столичном регионе вряд ли будут такие низкие зарплаты с вычетом всех налогов. Но на них плюс-минус прожить можно. То есть если арендовать квартиру за 500 евро в месяц, и это столичный регион, потому что если это где-то севернее, там, Турку, либо восток, там вообще цены шаровые, там можно квартиру снять за 300 евро в месяц. Ну, такую же тоже где-то там одна комната, студия. Да, студия, да, потом на питание, ну пусть будет 200 евро в месяц. То есть остается на карманные расходы, остается на развлечения. Понятное можно дело, отложить что-то. Что-то отложить, да. Понятное дело, что ты не будешь каждый день там ходить по супердорогим ресторанам, вот это все позволить, просто не сможешь. Но ты имеешь возможность себя откладывать. Вот ты отработал свой день рабочий, все, ты идешь домой, отдыхаешь, и никто тебе не имеет права дергать на выходных,
имеешь полное право отказаться выполнять какую-то работу без доплаты, скажем так. Были ли у тебя какие-то неожиданности, сложности при переезде? Вот когда ты сюда приехала, что-то такое, что ты не ожидала? Или там, ой, надо решить еще такую проблему, о которой я ничего не знала? Что-нибудь такое, вот, что важно было бы знать людям, которые, может, решились переехать? Важно знать, что когда вы приезжаете, вы должны понимать, что в Финляндии действительно очень спокойно, и на выходных все закрыто. И все закрыто после 6 вечера. То есть практически все время, когда человек не работает. Да, вот мы тоже прикалывались в Хельсинки. Да, думаю, легко найти место, куда тут выйти посидеть или еще чего-то. У нас в Клаукале все там кафешки, в которые можно было бы выйти. Они работают до 6 вечера. Да, будьте готовы к тому, что темнеет, начинает рано в зимний период. В 3 часа. Я была просто в шоке. Кажется, что это глубокий вечер уже. Хотя еще как бы середина дня, по сути. Я очень долго привыкала к такой приятной неожиданности, что можно пить воду из-под крана везде, в любом помещении. Что, Аня, тебе не нравится в Финляндии? Что тебя раздражает? И, ну, вообще, поделись впечатлениями. Наверняка здесь есть какие-то минусы, которые ты уже заметила. Камушки. Ну, кроме камушка. Можешь и про камушки рассказать. Да, первое, что мне не нравится в Финляндии, в всяком случае, когда я приехала сюда весной, был еще снег, это было 10 марта, было много снега. В общем, что делают у нас в странах? У нас что делают? Посыпают песочком, чтобы не было скользко, да? У вас в Голландии, насколько я знаю, посыпают солью. У нас снега нет. У вас снега у нас нет, все у вас проще. еще соль. Здесь посыпают маленькими противными камушками, которые залазят во все щели, во все подошвы. Потом ходишь такой по гладкому полу. Оно скрипит. Второе, что мне не очень нравится, то, что все действительно закрывается рано, и в выходные дни мало предприятий, скажем нечем так. заняться. Заняться нечем, если ты не живешь в Хельсинки, например. Чтобы хорошо, нормально функционировать в Финляндии, тебе нужна своя машина. В принципе, здесь у всех есть машина, две на семью, и тут все рано начинают водить. Да, без машины тяжко на самом деле, потому что городки маленькие, если ты хочешь развлечений, тебе нужно поехать в другой город. Да, инфраструктура в плане общественного транспорта здесь хорошо развита. В принципе, из любого города можно добраться до любой точки Финляндии, но это довольно-таки накладно. То есть это дорого, ты имеешь в виду? Да. Потому что, в принципе, если инфраструктура нормально развита, то добираться, наверное, удобнее даже поездом было бы, чем машиной иногда. Ну, это если есть рядышком с своим городом железнодорожная станция. Иногда что делают финны, которые живут у нас в Клаукале? Они доезжают на машине до ЖД-станции, оставляют там машину, чтобы на бензин, например, не тратиться, едут на поезде. Иногда они и так делают. Они тоже экономят. Если я хочу из своего города добраться, например, до того же Шхультинина, мне нужно делать пересадку. Я должна доехать сначала до Хельсинки. Ну ладно, здесь ставка плюс-минус всегда одинаковая, от 5 евро, если в приложении покупать, потом 6,80, если в автобусе у водителя сразу покупать билет, и иногда, если через сайты там автобусные, там 5,80, it depends. Довольно дорого. Да, но потом из Хельсинки нужно добраться до того Хуйтинина. Если покупать заранее билеты, самый дешевый будет стоить 7 евро. Окей, нормальная цена. Но если ты будешь покупать за день до своей поездки, то он тебе выльется где-то в 20 евро. Ого. Да, может быть и так. Но вообще в чем прикол? Я недавно пробивала город Риихиmäki, который находится в полчаса езды от Клаукала, то есть очень близко, там 40 километров, что-то такое. Туда мне добраться выходило дороже, чем добраться до Хуйтинина, который находится больше, чем 100 километров от Клаукалы. То есть мне надо было сначала добраться до Хельсинки, а от Хельсинки до Риихиmäki. В общем, вся поездка обходилась где-то 40 евро туда-обратно. В то время как до Хуйтинина я могу, если заранее покупать билеты, я могу 20 евро туда-обратно вложиться. Не всегда могу найти продукты, к которым я привыкла. Семечки, я скучаю по семечкам. А есть какие-то интернациональные магазины, супермаркеты? Есть. У меня в Клаукале таких нету, но есть в Турку, есть в Хельсинки, надо знать просто места. Есть даже в магазинах, в супермаркетах целый отдел импортных продуктов, там, например, русские продукты, там можно найти сгущеночку, там можно найти соленые огурчики, сметану нормальную здесь найти невозможно. Есть продукт под названием сметана, так он и называется здесь, но она все равно не такая. Здесь все помешаны на питании. Тут очень часто можно
найти людей, у которых особая диета. Они либо безглютеновое питание, gluten-free, либо безлактозное. А почему? Это аллергические какие-то причины? Там, Это могут быть аллергические причины, диетические причины. Вот это так. Многие едят безлактозные продукты, молочные безлактозные, потому что говорят, что у них пищеварение не справляется. Очень много я встречала здесь веганов и вегетарианцев. Обязательно ли знать финский, чтобы здесь жить? Скажу тебе да, и нет. То есть, чтобы устроиться на работу, на какую-то нормальную должность, тебе нужно обязательно сертификат по финскому языку, сдать ЮКИ-тесте, это экзамен, общий экзамен по языкам, не только по финскому, но и по шведскому, русскому. Так тебе по всем надо сдать? Нет, мне нужно было только по финскому сдать, либо по шведскому. Тебя будут смотреть, чтобы ты закончил какие-то курсы, сдал экзамен, работодатель будет смотреть, даже первое время будут проверять твой уровень языка, но потом, как мне рассказывают люди, которые здесь остались работать, никому этого нет дела. Все говорят с тобой на английском. То есть у меня есть знакомый, он непалец, пешал, говорит, да, я там сначала в 10 лет уже живу в Финляндии. Да, я сначала учил что-то язык, все, даже приняли на работу, потом все со мной начали говорить на английском. Мотивация пропала. Все, говорит, мне это особо не надо. То есть, по сути, здесь одним английским реально можно обойтись. Все знают его прекрасно, не делают лицо вот такое вот презрительное, как это ты не говоришь по-фински, а на английском. Нет, абсолютно. Но комфортно вообще ты себя ощущаешь? Да, я себя ощущаю абсолютно комфортно. Мне даже обидно, что когда хочется попрактиковать свой язык, что-то сказать, и когда они слышат, что ты делаешь ошибки или тебе сложно, сразу переходят на английский, чтобы тебе было легче. Я такая, нет, пожалуйста, вы говорите еще раз. Повторите помедленнее. Да, такого плана. Но комфортно в этом отношении, люди очень приветливые, они идут на помощь и помогают. А семья, в которой живу, вообще прекрасно, они мне всегда подкидывают какие-то словечки, я их вечно достаю всякими вопросами, почему так и не так. Больше всего их веселят мои вопросы. А почему вы здесь используете моникон партитиве? Для тех, кто в танке, это специальная поддержанная форма во множественном числе. У финнов точно такое же лицо, как у вас в числе. А что это такое? Я такая, вот эта вот форма. Мы просто используем и все. Для того, чтобы здесь существовать, не обязательно знать финский хорошо. Это только надо для того, чтобы устроиться на работу. Да, придется поднапрячься. А потом nobody cares. Есть ли какие-то курсы, есть ли какие-то бесплатные государственные курсы, чтобы да, для экспатов, для иммигрантов есть бесплатные курсы, то есть ты можешь обратиться в колледж, и там, может, написано для иммигрантов бесплатно. 30 евро, да, стоили курсы за семестр. Но я думаю, что это не такая уж большая цена. Ну да, нормальная цена. Да, но надо действительно искать хорошие курсы. А как их найти, хорошие курсы? Спрашивают рекомендации, Facebook, все такое. Но опять-таки, в зависимости от того, для чего тебе нужно. Если нужен интенсив, чтобы хорошо говорить, это надо поехать в колледж, в котором я, например, училась, Länsi-Suomen Opisto, западно-финляндский колледж. Там я жила безвылазно на месте в течение 3 месяцев, и каждый день у нас было по 5 часов занятий с носителем языка. И действительно, наш преподаватель Анна, она была просто замечательное чудо. Мы были в восторге. У нее был подход, метод обучения классный. Действительно, она прокачала нашу разговорку, и даже те, кто приезжал с нуля, ребята смогли поступить в колледж. Конечно, те курсы, на которые я ходила здесь, в Клауккале, раз в неделю, 1,5 часа, понятное дело, что это не то, абсолютно не то. Тем более с тем, что финский язык — это не самый простой язык в мире. Я должна признаться, что я до сих пор 50% не понимаю, о чем мне говорят, особенно когда они говорят быстро. Я очень часто переспрашиваю. Мита? Даже меня уже переспрашивают. Даже Наташу, да. Да, я могу не понимать, я переспрашиваю, но уже намного легче с тем, что я с ребенком постоянно общаюсь только на финском, он финского не знает, приходится напрягать свои ушки, что делать. Но основная сложность финского языка в том, что у них очень развит разговорный язык и много сленга. Это ни в какое сравнение ни с русским языком, ни с английским, ни с каким
либо еще. Потому что сами финны признаются, что они не всегда понимают друг друга, если они из разных регионов. Сложность в том, что куда бы ты ни приехала, разное произношение, разные слова, разные диалекты, и оно действительно сложно, когда ты не понимаешь даже иногда, когда они говорят на литературном языке, ты всегда все понимаешь. А когда еще начинаются все разговорные словечки представлять, думаешь, о май гад. Где-то за год до того, как у меня началась эта эпопея, я решила пройти абсолютно глупенький тестик на Фейсбуке. Там было «Какой язык? Язык для вашей души», что-то такое было название, подходит вам язык. И причем, что это не было просто рандомный анализ твоего профиля или еще чего-то, ты можешь ответить на какие-то вопросы. И мне выдало: вам стоило бы выучить финский язык. Я тогда очень хорошо похихикала. Это был мой первый год работы в университете, когда еще розовые очки не спали, я хотела писать диссертацию. Я тогда похихикала, запостила себе на стенку, да, еще финского мне не хватало. Не хватало, видимо, да. И ровно через год мне Facebook мило напомнил об этой записи на стене. Я открыла и поняла, что полгода назад я начала учить финский язык, когда я благополучно уже забыла, потому что мне стоило бы учить. Кстати, все эти стереотипы о том, что финский начинают учить из-за рок-групп, это правда. Спасибо тебе, что ты поделилась своим опытом, рассказала о том, как ты сюда переехала, рассказала обо всем этом. Думаю, эта информация может быть полезна кому-то, кто тоже думает приехать в Финляндию. Да, это была Аня, которая живет в Финляндии. Финская фея. Меня так называют. Да. А вы, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, спрашивайте, может, Аня вам ответит как раз под этим видео. У меня, кстати, тоже есть отдельный каналчик на Ютубе, еще, конечно, не раскрученный. Да. Когда лень меня не съедает, я там чего-то даже пощу. Да, поэтому заходите к ней, тоже подписывайтесь, ставьте лайки, ей тоже будет приятно, у нее много интересного. До скорых встреч, пока-пока. Ты хочешь стандартный ответ, либо правду? Я много не ем. Это самый главный закон того, как выжить в Финляндии. Häiritsemäkö?